Иногда жизнь в Польше похожа на сериал с комедиями, драмами, нелепыми поворотами и моралью в конце серии. Сегодня расскажу вам о 4 фейлах, которые мы с мужем пережили за последние годы. Один случай чуть не стоил мне зуба, другой – нормального Рождества, третий – нервовый слез, а четвертый показал, как легко можно потерять деньги на пустом месте. Первая история, моя любимая. Тот случай, когда буквально пару секунд могла все изменить. Пошла я, значит, делать имплант в стоматологию во Вроцлаве. Ту самую, где мне до этого все очень понравилось. Там было 2 варианта. Либо вырывают зуб и сразу ставят имплант, либо просто вырывают и ждем, пока заживет. Меня сам факт сверления челюсти вгонял в такой стресс, что в голове стоял туман. Хотелось просто, чтобы сделали быстрее то, что надо, и отстали. И, короче, сажусь я в кресло, хирург начинает осмотр, что-то прикидывает, и вдруг, сквозь этот туман страха, я понимаю, что он вообще не тот зуб трогает. Думаю, может, просто проверяет, но все же уточняю, и оказывается, да, записан не тот. Если бы я промолчала, попрощалась бы с еще одним зубом. Ну, точнее, с коронкой, но не суть. Клинику я все равно люблю, лечение у них все так же лучше по качеству, и после этой истории даже сделали скидку. Вообще, прошел год после моего комплексного лечения, и до сих пор ни одного кариеса. Но вывод жесткий. Даже у классных специалистов бывают ошибки, и в конечном счете ты сам отвечаешь за свое тело, свои решения и свои зубы. Теперь у меня правило: если хоть что-то неясно, уточняю. Лучше 100 раз переспросить, чем потом отгребать последствия. Второй фейл уже не такой серьезный, но зато поучительный. Было это где-то 2,5 года назад. Мы только переезжали в Гданьск после Варшавы и начинали свой тур по польским городам. Такие еще наивные зеленые мигранты, не особо в курсе местных реалий. И получилось, что день переезда пришелся ровно на 24 декабря, канун Рождества. Осознание пришло уже на месте, когда мы поняли, что уже как бы вечер и все магазины закрыты. Совсем. Спасла только жабка, которая чудом работала еще пару часов. В итоге закупились мы там на несколько дней вперед, и наш рождественский стол был очень скромный. Каши, сосиски и готовые наборы. Если честно, затупили мы еще в Варшаве, когда бронировали жилье. Бронь заканчивалась 24 декабря. Тогда даже не подумали, что это вообще-то как бы самый семейный праздник в Польше, и все будет закрыто. Но зато теперь знаем. Никогда не переезжать в Польшу на Рождество, ну а самое главное — учитывать местные традиции. А теперь снова про медицину. Тут у меня вагон истории, я реально обошла, кажется, всех врачей Польши, и теперь знаю, как поживает каждый мой орган. Меня даже как-то хейтили в комментариях, мол, заняться нечем. Ну, если бы я ходила 20 раз к одному и тому же врачу за месяц, то это был бы, да, перебор. Но я правда кайфую, что сделала этот чекап, и у меня теперь столько ясности. Это все благодаря страховке от компании, где работает муж. Теперь сама история. Это был уже 3-й визит к одной польской гастроэнтерологине. Первые 2 прошли суховато, но терпимо, а на 3-й раз что-то пошло не так. Очередь тогда была огромная, и она явно спешила. В общем, я только начала рассказывать про гастрит, дуоденит, я там гастроскопию сделала, показывала результаты. А она полное равнодушие. Не ага, не давайте разберемся. Вот просто взгляд, ну что ты от меня хочешь? Я уже наученная жизнью, начала задавать вопросы: гастрит от чего, как лечить, что это такое, вот это что. А она мне: ищите в интернете. Серьезно. Отправила меня гуглить. Сижу и думаю, точнее стою и думаю, как бы окей, могла бы тогда сразу записаться к чату GPT на консультацию, он бы и объяснил все, и поддержал адекватно. А тут еще и таблетки выписывала с видом ну на отстань. Положила бумажки передо мной и, в общем, всем видом показывала, что все, пока. Сейчас, конечно, смешно, но тогда было обидно. Я тогда впервые в жизни расплакалась после врача. Чувствовала себя не пациенткой какой-то, а вообще чем-то лишним, как будто вот я случайно зашла к человеку и потревожила его. Вывод, собственно, все тот же. Ответственность за себя никто не отменял, и врачей тоже нужно выбирать. Мне вообще важно теперь, чтобы с врачом был хотя бы минимальный человеческий контакт. Иначе зачем это все? Кстати, это не первый раз, когда я не получила нормального плана лечения от польских врачей. Но вообще эта гастроэнтеролог, справедливости ради, направила меня на кучу анализов, и так мы нашли гистаминовую непереносимость, ну и много чего исключили. Но были и другие примеры. Дерматолог, которая сказала, что акне не лечится.
и прошлый стоматолог, которая делала все в стиле тяп-ляп, втридорого. А однажды Андрею просто открыли зуб до нерва, без анестезии, посмотрели, закрыли и сказали, надо лечить. За это он проехал из Новой Таргов в Краков и заплатил 300 злотых. Просто за посмотреть. Кстати, я часто делюсь подобными историями в сторис Instagram. Там много лайфа, рефлексии и закулисья моей жизни в Польше. Буду рада вас там видеть. Как вы уже, возможно, знаете, мы с Андреем обожаем кататься на великах в Этурило, особенно на электро. Это реально крутой сервис, и альтернатив ему нет. Но вот однажды катались мы вечером, все классно, ставим велик на место и уходим. Только в спешке забыли защелкнуть замок. В полночь приходит уведомление, вы все еще катаетесь. Велосипед стоит, а поездка продолжается. Андрею пришлось ночью идти к велопарковке и защелкивать замок. По деньгам вышло бы около 40 злотых, но он написал в саппорт и нам все вернули. Хотя не должны были, за что им спасибо. Забавно, что похожая ситуация потом случилась и с обычным великом. Там уже было 3 злотых, но их не вернули. А еще однажды на пустом месте списала 150 злотых. Просто бах, бывает. В общем, опыт у нас теперь большой. Мы также знаем, как правильно поддевать защелку, как трясти велик, чтобы его разблокировать, потому что тут тоже свои глюки бывают. И, в целом, как понимать, сработала ли блокировка. Такие вот фейлы. И смешные, и поучительные. Ставьте лайк и пишите в комментариях, как вам идея такой рубрики, стоит ли продолжать. У меня таких историй еще полно, и с удовольствием посмеюсь вместе с вами. И обязательно делитесь своими фейлами из жизни в Польше. Уверена, их будет интересно почитать не только мне. А мы увидимся совсем скоро. Пока!